Андрей был всегда удачлив в охоте. Об этом прекрасно знали все деревенские жители и даже по всей области о нем поговаривали. Мало того, что он сам никогда без трофея домой не возвращался, так еще и счастливчики, попавшие вместе с ним на охоту, тоже никогда с пустыми руками не оставались. «Ты наш талисман», — говорили мужики, стараясь всегда подстроиться под него, чтобы вместе с ним пойти на охоту. Но в этот раз все не заладилось с самого утра. Шел мелкий противный дождик, которого по прогнозу вообще быть не должно. Он размывал следы животных, маскируя их и не давая выйти на тропу. Несколько часов они бродили по тайге, и все впустую. Мужики уже начали косо поглядывать на Андрея, неужели нашему талисману на этот раз удача изменила. Андрей это чувствовал, и это его злило. Не хотелось лишаться славы удачливого охотника, которому нет равных во всей области. После обеда охотники все же решили поставить палатку и развести костер, чтобы немного обсохнуть, перекусить и набраться сил. «Что, Андрей, пустыми сегодня домой пойдем?» Ехидно ухмыляясь, обратился к нему дед Матвей. «А мне говорили, что ты охотиться умеешь, а так по лесу блуждать и моя бабка может». По компании прокатился едкий смех. Андрей передернул от этой подколки деда, но, взяв себя в руки, он спокойно ответил: «Да ладно тебе, дед, чего болтаешь раньше времени? Не уйдешь пустой, не переживай. Солнце еще высоко». С этими словами он бросил в пакет пустую банку из-под тушенки и, взяв ружье, отправился в лес. «Обиделся», — сказал дед Матвей, «ну точно, как бабка моя». В компании снова раздался смех. Становиться посмешищем Андрею совсем не хотелось. Поэтому он, во что бы то ни стало, решил не возвращаться в лагерь с пустыми руками. Уже больше часа он бродил в одиночестве по лесным зарослям, и вдруг что-то хрустнуло совсем рядом. Андрей тут же вскинул карабин и выстрелил в сторону шума. В ответ раздался визг и звук упавшего тела. Мужчина понял, что попал. Никуда моя удача не делась. Не уйду пустым из леса. Продираясь сквозь кусты к своей добыче, он уже представлял, как утрет нос всем тем, кто его посмел высмеять. Но когда он добрался до своего трофея, улыбка на его лице быстро сменилась гримасой разочарования. В кустах лежал, истекая кровью, совсем еще небольшой волчонок. Он пытался двигать лапами, словно хотел убежать от этого страшного человека, но пуля навсегда прибила его к земле. «Прости, брат», — сказал Андрей, положив руку на подстреленного волчонка. «Не хотел, бес попутал». Малыш скосил на него глаза, наполненные ужасом, и сердце его остановилось. Поняв, что ничего не исправить, Андрей поднялся на ноги, осматриваясь по сторонам. Ведь если волчонок здесь, значит, где-то рядом должна быть и его мать, а, возможно, и вся стая. Охотник поспешил скрыться из опасного места, позабыв об ожидающих его насмешках в охотничьей компании. Когда он вернулся в лагерь, солнце уже садилось за горизонт. Мужики, разочаровавшись в охоте, решили согреться с помощью горячительных напитков. Некоторые из них уже спали в палатке, а самые стойкие все еще сидели у костра. Выслушав рассказ Андрея, подвыпивший дед Матвей, не издеваясь и не подкалывая, ответил: «А что с того, что ты волчонка подстрелил? Волк есть волк, что большой, что маленький. Враг он человеку. Так что не переживай и выкинь это из головы. Спать пошли. Утро вечера мудренее». С этими словами он поднялся со своего места и скрылся в палатке. «И то правда», — подумал Андрей, — «чего я себя накручиваю? Животное есть животное. Одним больше, одним меньше. Какая разница?» Немного успокоившись, он поднялся с места и зашел в палатку, укладываясь между похрапывающими охотниками. Парень долго не мог уснуть. Перед глазами стоял умирающий волчонок, пытавшийся зацепиться за ускользающую от его лап жизнь. Наконец, ему удалось забыться и задремать. Но вдруг волчий вой разбудил его. Андрей резко сел. Один за другим мужики начали подниматься, протирая глаза и пытаясь понять, что происходит. Тем временем вой раздался с другой стороны. Все резко обернулись.
Некоторые начали шарить по сторонам в надежде отыскать свое ружье. Но вот беда. Ружья остались на улице, чтобы не занимать место и так в тесной палатке. Хруст веток раздавался одновременно с разных сторон. Они нас окружили, в кольцо взяли. Заорал кто-то из мужиков. «Это все ты их на нас навел». Тыкая пальцем в грудь Андрея, закричал его сосед по спальному месту. Лицо его было плохо видно в темноте, но страх прекрасно передавался даже голосом. «Тихо вы!» — рявкнул дед Матвей. «Обложили нас, это понятно». На удивление спокойным голосом начал он. «И то, что палатка нас не спасет, тоже всем ясно. Делать-то что? Что делать?» — переспросил Андрей. «Я эту кашу заварил, мне и расхлебывать», — сказал он и поднялся на ноги, намереваясь выйти наружу. «Стой! Куда?» Кто-то попытался его остановить. «Пускай идет», — оборвал его дед Матвей. За ним они пришли, не за нами. Андрей вышел на воздух. Мутный лунный свет встретил его, освещая ночной лес. Парень тут же увидел несколько волков, окруживших палатку. Один из них смотрел прямо на него. Увидев, что мужчина не двигается, хищник направился к нему. Он не скалил зубы и не рычал, но его глаза прожигали насквозь. Волк будто бы пришел спросить, «За что ты убил моего ребенка, человек?» Андрей успел взять свое ружье, которое стояло возле входа, и, сделав несколько шагов в направлении хищника, нацелился прямо на него. Охотник прекрасно понимал, что он уже отрезан от палатки и пути назад нет. У него есть только один выстрел. Его рука не дрогнет. Перед глазами Андрея вдруг пронесся образ дочери. Нет правды в этом выстреле. Прав зверь, решил мужчина. «Прости меня», — вдруг сказал он. «Прости». Он упал на колени, отбросив свое ружье в догорающий костер. «Дочка у меня дома, понимаешь. Отпусти. Обещаю, я больше ружье в жизни не возьму». Мужчина стоял на коленях, рыдая и пытаясь вымолить прощение у бездушного хищника, как он думал еще несколько часов назад. Волк посмотрел на него, потом на горящее в костре ружье и, медленно развернувшись, растворился в лесной глуши. В этот раз Андрей приехал хмурым и невеселым с охоты. Дочка, как всегда, выбежала встречать его, чтобы проверить, какой трофей в этот раз папа привез из леса. Подхватив дочку на руки, мужчина прижался к ней. «Все, Лизонька, не будет больше добычи. Папка твой не охотник больше». Дочка удивленно посмотрела на отца, но ответила на его объятия и прошептала. «Пап, а мне сегодня волк приснился». «Волк?» — ошарашенно переспросил Андрей, с удивлением глядя на нее. «Да, волк такой большой и страшный», — подтвердила она. «Я сначала его испугалась и думала, что он за мной пришел, а он меня только обнюхал своим мокрым носом, а потом посмотрел так печально, развернулся и в лес ушел. На самом деле он добрый оказался». На глазах Андрея невольно выступили слезы. Он прижался к своей девочке, крепко ее обняв. «Теперь все будет хорошо, доченька. Все будет хорошо». Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.